Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала Генерал СВР, генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас пятница, 6 мая, выпуск экстренный, тема, которую мы обсуждаем, война, и все события, которые мы будем сегодня обсуждать, в той или иной степени связаны с войной. Итак, давайте перейдем к тому, что произошло, к тем событиям, которые произошли со вторника. В первую очередь, это основная новость состоит в том, что начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов будет фактически, еще раз подчеркиваю, фактически отстранен от руководства так называемой военной операции, специальной операции, то, что все понимают под названием «война», фактически перестанет руководить вооруженными силами Российской Федерации. Но на своем посту он останется, будет номинально продолжать быть начальником Генерального штаба, но фактически, еще раз подчеркиваю, руководить российскими войсками, по крайней мере, на фронте он не будет. Что произошло, почему так, я думаю, все прекрасно понимают ситуацию. Президент России Владимир Путин крайне недоволен действиями военных, крайне недоволен руководством войной со стороны Герасимова, со стороны Шойгу. Шойгу фактически уже давно отстранен от принятия каких-либо решений. Он то участвует в совещаниях, но, как мы уже говорили, в основном сидит, кивает гривой. Единственная его функция — кивнуть головой или сказать «да». Он поддерживает любые инициативы Владимира Путина, сам в последнее время являясь абсолютно безинициативной персоной. Он фактически сейчас играет роль свадебного генерала, представляет Министерство обороны на всяких мероприятиях, как, например, позавчера на коллегии, и с бумажки может прочитать какое-то сообщение, которое ему подготовили, не более того. Герасимов до недавнего времени полностью исполнял свои функции, руководил Генштабом, руководил так называемой специальной операцией на территории Украины. Еще раз подчеркну, мы все с вами понимаем, что это война. Так вот, после обещаний Герасимова до 7 числа завершить оккупацию Донецкой и Луганской областей Украины в их административных границах, фактически то, что придумали себе под названием ЛДНР российские власти. Но этого пока что не произошло, и к этому пока не идет. Мы это понимаем, это понимает и президент России Владимир Путин, и все обещания Герасимова дальше будет лучше. И мы говорили, что он ставил свою карьеру, он обещания давал самые-самые, что ни на есть, прозрачные. Опять-таки, повторимся, ничего не свершилось, и Герасимов фактически, еще раз подчеркиваю, я хочу, чтобы нас правильно понимали, фактически Герасимов будет отстранен от руководства специальной операции, тем, что это так называется. Далее Владимир Путин готовится к операции, которая будет проведена уже после 9 мая. 9 мая должен быть, еще раз подчеркиваю, должен Владимир Путин быть на параде, должен принимать парад, должен выступить с понятной и ясной речью. Будет ли именно 9 мая объявлена официальная война и будет ли 9 мая объявлено о мобилизации, на сегодняшний день большие сомнения. Еще раз подчеркну, мы рассказывали уже о том, что Владимир Путин регулярно, еще раз подчеркиваю, регулярно, практически на всех совещаниях с руководством военного блока, с руководством силового блока, с Патрушевым, с людьми из близкого круга, постоянно обсуждают возможности мобилизации и возможности объявить официально войну. Будет ли это приурочено к 9 мая, не уверен.
Но то, что фактически решение в голове у Путина созрело, видимо, созрело, об этом говорят многие, кто участвует в совещаниях, об этом говорят и его близкие и знакомые, я имею в виду близкие люди из близкого круга, и те, кто слышит разговоры, которые ведет Владимир Путин, однозначно склоняются к мнению, что, по крайней мере, у себя в голове он сформировал необходимость в мобилизации и необходимость объявить войну официально. В каких формах будет проходить мобилизация? Будет ли она явная или скрытая? Посмотрим. Опять-таки, это дело совсем недолгого времени. И я думаю, что уже в ближайшем будущем мы увидим, как все будет происходить. Но то, что мобилизация практически и фактически неизбежна, еще раз подчеркиваю, в этом уверены многие. Давайте я еще раз напомню о том, что для людей, которые будут готовы или будут пытаться отклониться от мобилизации, этим людям будут блокировать счета в банках. Это один из тех методов, которым будут противодействовать отказникам от мобилизации. Мы об этом уже говорили неоднократно. Еще раз подчеркиваю, сообщите своим близким, своим знакомым, сообщите об этом, если есть возможность, и если вы не боитесь, в соцсетях. И я думаю, что вы поможете многим. Это действительно серьезная вещь. Я понимаю, как это, когда на протяжении 20 лет убеждали людей держать деньги в банках, и вдруг, уже фактически выработав у людей доверие, вдруг будут таким способом противодействовать тем людям, которые будут пытаться избежать мобилизации. Но так будет, в этом нет никаких сомнений, об этом уже предупреждены в Центробанке. К этому все готово, поэтому делайте все возможное для того, чтобы люди сохранили свои деньги. И мы настоятельно советуем либо вывести деньги со своего счета. Вы понимаете, можно перевести родственникам деньги, маме, сестре, жене, кому-то еще, но нет никакой гарантии, что эти деньги опять-таки не будут заблокированы, только уже на другом счету. Вы понимаете, что те люди, которые будут блокировать счета, при отсутствии денег могут поинтересоваться, куда делись деньги. Если в последнее время деньги переводились на другие счета, могут заблокировать и другие счета. Там тоже сидят далеко не дураки. Поэтому наш совет: лучше все-таки наличные, лучше все-таки снять деньги и сохранить их таким способом. В данной ситуации это самый надежный способ. Далее к объявлению официальной войны. По крайней мере, к этому событию готовятся по полной программе. Есть уже утвержденные планы, которые разработаны в недрах Совета Безопасности под руководством Николая Патрушева. Мы все прекрасно помним, как приходил к власти Владимир Путин, тот самый пресловутый Рязанский сахар. Мы помним взрывы домов. Так вот, сейчас планируют российские власти в лице Николая Патрушева и по согласованию с президентом России Владимиром Путиным применить химическое оружие в Брянской, в Белгородской, Воронежской, Курской и Ростовской областях для того, чтобы обвинить Украину в использовании химического оружия и нанести, во-первых, объявить войну, во-вторых, по разным, опять-таки, планам. Есть планы, когда это просто конвенциональная война, будет продолжаться только уже с призывом, с мобилизацией и так далее, с привлечением новых войск и вооружений, либо для, еще раз подчеркиваю, опять-таки, это только обсуждается, это не утвержденный план, либо для нанесения ядерного удара. Вот план по применению химического оружия, он уже утвержден. А вот и понятно, да, что это будет в
в преддверии того, чтобы объявить войну. Я не говорю, что это будет осуществлено. То, что план утвержден, еще не значит, что он принят к осуществлению. План утвержден, то есть он полностью разработан, полностью проработана вся структура, вся схема, как это будет происходить. Но это еще не значит, я еще раз подчеркиваю, это еще не значит, что это будет осуществлено, что это будет, и что дана команда к действию. Нет, на сегодняшний день команды к действию нет. Но вы должны прекрасно понимать, что после команды президента России Владимира Путина к действию, к реализации этого плана пройдет совсем немного времени, там буквально часы для того, чтобы этот план начал реализовываться. Фактически, сможем ли мы предупредить или не сможем, для меня пока большой вопрос. Будет ли у нас оперативная эта информация и сможем ли мы заранее вас предупредить, что этот план готов к реализации. Поэтому мы предупреждаем заранее, что может быть. И если такие события произойдут, знайте, что это провокация однозначно российских властей под руководством Владимира Путина. Мы абсолютно не обвиняем людей, которые по своей сути не могут повлиять на эти события. Но если человек находится в российской власти, если человек участвует в разработке этих планов, это несомненно преступники. Я думаю, что вы уже давно понимаете, наши уважаемые зрители и слушатели, что власть Владимира Путина, его режим глубоко преступны. Наша цель – борьба с этим режимом. Так, давайте теперь немножко к другим новостям. По высказыванию Пескова мы уже обсудили у нас в телеграм-канале, когда он сказал, что это чушь о том, что президент готовит мобилизацию. Президент готовит мобилизацию, еще раз повторим, не обязательно это будет 9 мая, но Путин уже поговорил по этому поводу с Песковым, попросил его очередной раз не нести пургу. Песков сейчас участвует в интригах президента России Владимира Путина, внутриаппаратных интригах, там, где он фактически является одной, я имею в виду он, Песков, является одной из фигур противодействия Алексею Громову. Я напомню, что Алексей Громов, человек, отвечающий за информационную политику в целом по России, а Дмитрий Песков фактически дублирует эти функции, но вот предоставление информации президенту, предоставление информации о том, что происходит в информационном пространстве, здесь работают и, я имею в виду на президента, в докладах президенту, и Дмитрий Песков, и Алексей Громов. Алексей Громов хвастает, как он здорово руководит информационной повесткой в России, а Дмитрий Песков ищет изъяны в руководстве этой повесткой у Алексея Громова. Поэтому сейчас очень интересная борьба идет там. Ну, опять-таки, интересно. Все было бы здорово, интересно, если бы не было диктатуры и не было войны. Если бы политических заключенных не было в тюрьмах, если бы не погибали мирные граждане Украины, если бы не погибали российские и украинские военные. Все было бы, в принципе, замечательно и весело. Можно было бы со всего этого даже, наверное, где-то местами посмеяться, как это все происходит, ловко или неловко, или наоборот неказисто, но ситуация такова, что мы оказались в очень страшном цирке, в цирке уродов, там, где российское правительство, российское руководство, это уроды, которые в этом случае уже совсем не смешат, а очень даже пугают граждан России, граждан Украины и граждан всего мира. Так, по основным событиям, которые на сегодняшний день, это, наверное, все. Я вам напоминаю, что мы с вами увидимся, услышимся в пятницу в нашем, ставшем уже традиционном итоге недели с бывшим разведчиком-нелегалом КГБ СССР Сергеем Жирновым. А я предлагаю поставить этому видео лайк, под этим видео лайк, предлагаю тем, кто не подписался на наш канал, подписаться. Подписывайтесь на наши телеграм-каналы Генерал СВР резервный. Подписывайтесь на наш инстаграм. В описании к этому ролику есть подписка на наш инстаграм. Если есть возможность и желание помочь нам материально, помогайте. В описании к этому ролику есть наш Patreon. Есть наша кнопка «Спонсировать этот канал».
если вы смотрите нас и слушаете на YouTube-канале Генерал СВР. И есть наши криптовалютные кошельки. Мы работаем для вас, и мы реально действуем. Мы не просто комментируем события, я хочу, чтобы вы понимали. Я хочу, чтобы вы понимали четко, чем мы занимаемся. Во-первых, мы вас информируем, мы даем вам информацию, которая помогает тем, кто хочет иметь возможность влиять на события, тем, кто хочет анализировать ситуацию, тем, кто хочет быть не просто предупрежден. Вы понимаете, да, что кто предупрежден, тот вооружен. Кто корректирует свою деятельность, кто корректирует свои поступки, соответственно, с нашей информацией, я думаю, что многие нам благодарны. Еще раз подчеркиваю, наш канал для того, чтобы вас предупредить, чтобы вам рассказать правду о тех событиях, которые сейчас происходят. Еще раз подчеркиваю, ни один материал наш не был опровергнут. Я говорю о тех событиях, которые случились, и которые мы комментировали как постфактум, так и предупреждали о том, что может произойти. Безусловно, не все, о чем мы говорили, происходило, потому что мы, я еще раз подчеркну, не можем отвечать за действия властей, мы можем отвечать только за их намерения. А за те действия, которые были совершены, мы полностью отвечаем за ту информацию. И еще раз подчеркну, еще ни один наш материал не был опровергнут. Поэтому думайте, поступайте, как считаете нужным, но опять-таки всегда задумывайтесь над тем, как жить дальше и как в целом дальше будет жить страна, как в целом дальше будет жить народ России и вы, как составная часть народа России, либо если вы нас слушаете и смотрите не в России, то, безусловно, для вас также это важно и необходимо, потому что на сегодняшний день та повестка, которая есть, это военная повестка, безусловно, зависит от президента России Владимира Путина, а мы комментируем и не просто комментируем, еще раз, мы даем ту информацию, которую не даст ни один другой информационный ресурс. Мы даем информацию о том, какие планы у президента России Владимира Путина и какие события ожидают нас в ближайшее время. Я считаю, это важная деятельность, но это не единственное из того, что мы делаем. Мы готовим большой политический проект, мы именно действуем против этого режима. И эти действия уже помогли избежать многих и многих катастроф. Более подробно мы расскажем о том, что мы сделали уже в ближайшее время. Есть очень много комментаторов, очень много, в том числе и оппозиционных, в том числе и вполне нормально настроенных. Это замечательные, прекрасные люди. Вот, эти люди комментируют, в том числе и наши материалы. Я никого никогда не просил и никогда никому не подключился. Во-первых, мы никогда не комментировали и не говорили глупости и гадости по поводу любых действий оппозиции в России, по поводу любых действий иностранных государств, особенно тех государств, которые являются объектом агрессии России. Мы всегда этих людей поддерживали, всегда, еще раз подчеркиваю, поддерживали этих людей. Некоторые имеют комментаторы из лидеров общественного мнения желание комментировать нас, в том числе и в нелицеприятных таких выражениях. Страшного в этом ничего нет, еще раз повторяю. Ведется сейчас большая такая спецоперация в сетях по дискредитации наших материалов, когда огромное количество ботов пытаются маргинализировать ту информацию, которую мы даем, и в том числе и наш канал. Опять-таки, это на совести тех людей, которые это делают. И я думаю, что большинство людей, которые объективно и адекватно воспринимают информацию, продолжают ее воспринимать объективно и адекватно. Так, на этом, наверное, все, потому что уже немножко затянул описание нашей деятельности. Большое спасибо, что были со мной. Мы вас любим. И это искренне. Самое главное. Искренне. Большое спасибо. Всего доброго. До свидания.